герои, подвижники, они полагали всех остальных людей, обычных людей, выше себя, отказать злу. Существуют среди нас те, кто имеют весть. Эта весть великая, она огромная, и для постижения ее действительно необходимы. Так получается, что человечеству необходимы сотни лет. Божественный промысел, который врывался в нашу жизнь, вторгался буквально вот такими капельками. Возникает вопрос, и нет ответа. Всем привет! Приветствую вас. Пригласил сегодня Германа. Я Борислав. Поговорим сегодня об обращении человека к Богу, или как Бог призывает человека. Попробуем это подвергнуть некому такому, если можно сказать, логичному или логическому, рациональному объяснению. Я считаю, что это феномен и это тайна. Тайна, почему, когда, кого и как Бог призывает, это тайна. И я считаю, Герман, что невозможно доказать вообще существование Бога. Но мы об этом сегодня, может быть, скажем. Мы не будем сегодня пытаться вам доказать Бога, но вскользь мы упомянем, каким способом они пытаются это делать, рациональным. Да. В нашем случае, в нашей школе, наше обращение, оно произошло через такой вот, как некий клик, щелчок, искру. Да. Можно сказать, что это произошло свыше. То есть мы были обращены не из книжек или каких-то умных знаний, а это произошло непосредственно неким зовом свыше, когда некто обратился к тебе, к твоему внутреннему, к твоей последней правде, которая скрывается внутри тебя, и состоялся сокровенный разговор, сокровенный диалог. И это послужило обращением. А можно спросить, предшествует ли этому кризис? И обязательно ли условие вот этому внутреннему такому, как ты сказал, откровению? Нам еще предстоит это как-то объяснить в течение разговора, попытаться, по крайней мере. Давай с кризиса начнем. Это обязательное условие или нет? Можно сказать, что это не обязательное условие, потому что человеку свойственна любознательность, любопытство, он хочет все знать. Кто-то задается вопросом, а есть ли Бог? А мне хотелось бы и в этом тоже быть, как говорится, наверху и разбираться. То есть без явного кризиса, да? Да, без явного кризиса. Но вот к чему это приводит? То есть что открывается человеку, который пытается вне кризиса или, скажем, каких-то обстоятельств, которые особые обстоятельства, в которых каким-то образом исчезают все твои собеседники, остаешься только ты и таинственный голос, скажем так. Это в духовной традиции, если я не ошибаюсь, называется состояние отнятия, да? Когда все отнимается у тебя. Да. Друзья. Да. Но это все как бы блекнет. Все остается внешне, есть, конечно. Там же, где и было. Да. Но это тебя перестает вдохновлять, питать, радовать. То есть ты в этом уже не видишь такого сугубого смысла. И начинаешь искать смысл вне своего ближайшего окружения. Да. По сути дела, откровение обращения связано с тем, чего нет в этом мире. Вот это важный момент. Важный момент, когда открывается некая другая реальность, открывается запредельная правда, которая и есть правда, которая действительно отражает твое внутреннее ожидание, какова должна быть последняя правда. И она к тебе приходит. Но она приходит к тебе не
в состоянии, когда все хорошо, и между делом, между различными хобби и при хорошем настроении ты берешь столько, сколько тебе надо, а на остальное говоришь «до свидания». Нет, это происходит в ситуации, когда возникает вопрос и нет ответа, когда ты оказываешься перед каким-то перед вселенским молчанием, даже можно так сказать, и тут возникает вот это таинственное начало диалога. Таинственное начало диалога, которое невозможно запланировать заранее, которое невозможно по какой-то схеме, по книжкам, а тем более по религиозным догматам. А вот спросят, как определить голос, о котором ты вначале сказал, он от Бога, он свыше, или это может быть какое-то искушение? Может, у тебя вообще паранойя какая-то? Да, да. Глюки у тебя начались. Как, есть ли критерии, так скажем так, истинности, истинности этого явления? Действительно, есть такой критерий. Этот критерий – это отношение божественного, вот этого превосходящего к самому тебе. Каково оно? И вот оказывается, что истинное – это то, что является голосом великой запредельной любви. То есть в Вот. этом откровении должен быть аспект переживания любви. Да, Да, ну, то есть ты переживаешь эту может быть любовь. разное. Может быть переживание экстаза любви запредельной, которое бывает, и оно последует потом. Но я бы сказал, что в самом откровении здесь как бы происходит некий диалог и тет-а-тет, или лицом к лицу, и открывается истинное лицо того, кто хочет вступить с тобой в диалог. Ну, то есть Бога, да? Да. Бога, и я уверен глубоко, что это добрый Бог. Так вот, этот добрый Бог, Он впереди себя посылает любовь. А точнее сказать, Он посылает великое милосердие и иногда сострадание. Потому что в большей части мы находимся в том состоянии, что нам не нужна никакая любовь, нам не нужно сострадание, нам ничего не нужно. У нас всего хватает с избытком, как правило, поначалу. Вот. Особенно если человек молод может и быть, полон не у сил. всех. Ну, может быть, не у всех. Да. Но здесь вот такой важный момент, что вот это откровение, оно, с одной стороны, и это откровение правды, где О скажем, тебе самом? о тебе самом. Вот. Что это некий суд правды в этот момент совершается, и ты понимаешь, что ты живешь не так, и что есть нечто, скажем так, есть некая чистота, есть некая... Он строгий такой, осуждающий, он разоблачающий или, может быть, другой? Он строгий в том смысле, что дает понять, что вот эта вот смесь того, в чем мы живем, она полна неправды. Угу. И это ущемляет божество, которое хочет, скажем так, говорить с тобой, я бы сказал, на равных, даже где-то. Это неожиданное такое вот... Переживание. Да, и предположение того, что на равных. Но почему на равных? Потому что божество хочет передать тебе огромную любовь и хочет, чтобы ты ее воспринял, чтобы ты смог ее воспринять, и чтобы ты ее оценил и смог вернуть ответно. Вот. Но для этого необходимо очень серьезный взгляд о том, что происходит, как я живу. То есть нужно жить по правде. Ну вот хорошо, давай мы попытаемся зафиксировать вот критерии истинитости откровения или обращения. Ты сказал, это
некая превосходящая любовь, такое словечко, превосходящая или какая-то запредельная, Запредельно. не земная, не человеческая и очень чистая. Она переживается как очень чистая, в ней Да. нет ни малейшего эроса. Да. То есть в ней нет ничего человеческого, ничего животного, ничего такого земного, тленного. И в то же приходящего. время, я извиняюсь, и в то же время создается впечатление, что она где-то знакома. Мгм. То есть она не является абсолютно такой вот, ну как бы... Инопланетной. Да, инопланетной. Она тебе родная. Ты ее знаешь. Ты ее, может быть, и знаешь, но то, что ты хочешь, как бы устремиться к ней, это 100%. То есть это какая-то глубокая память. Мы сейчас к этому вернемся. Второе ты назвал это правда, такой некий голос правды, Да, который одновременно и разоблачающий, и вместе с тем оправдывающий, ну, как Милосердный. милосердный. Да. То есть он не судит тебя как вечного и оголтелого преступника. Он тебе дает понять, что то, как ты живешь, и то, как живет этот мир, это неправильно. да, А есть некая модель правильности, да, как ты можешь жить конкретно, и как мир вокруг тебя может жить. И вот, ну, наверное, на этом можно остановиться, потому что это два очень таких глубоких критерия. Их, во-первых, переживаешь ты, наверное, больше на таком подсознательном уровне, ты даже, наверное, тяжело их можешь сформулировать в этот момент, когда это с тобой происходит, правильно? да. Это уже мы сейчас постфактум, уже много лет Анализируя, спустя, да. возвращаясь к этой ситуации, Да. вот этого зова свыше, когда тебя призвали, это потрясающий момент, он откладывается в памяти на долгие годы. И он же тебя и питает, и укрепляет, потому что наша жизнь, она интересная, выразительная, полная неожиданного, и в то же время она сложная. И для того, чтобы эти сложности преодолеть, нужна очень серьезная поддержка. И вот этот вот голос, который тебе, вот этот зов, призыв к духовному обращению, он в то же время является серьезнейшей поддержкой. Он очень сильно тебя укрепляет в том, чтобы ты смог подняться на духовные вершины, которые преодолеваются через преодоление, ну, скажем так, сложностей. А вот еще меня интересует такой момент. Мы вскользь затронули, но давай попробуем еще раз остановиться на этом. Некий механизм происходящего. То, что нам приходит, оно приходит, ну, скажем так, свыше, от Бога. Но оно затрагивает при этом нечто в нас, что уже присутствует. Да. То есть это апелляция к уже вложенному в нас. Да, И до этого самого момента нами неосознаваемое. Ну, мы можем это назвать некой глубокой памятью, неким мистические школы по-разному это называют. Можно использовать слово божественное начало в человеке или внутренний человек, таинственный человек. Не суть важно. Главное, что идет апелляция к тому, что уже мы в себе несем. И Да. поэтому у нас нет чувства, ты уже об этом сказал, что это нечто такое непонятное, нечто необычное и шокирующее. Это Да. очень понятное. Это потрясающе, потому что даже когда происходит вот этот призыв свыше к обращению, это даже можно рассмотреть как продолжение некого диалога, который прервался. Это обращение к тебе происходит достаточно близкое.
э, чрезвычайно сокровенная. И эта сокровенность, в ней угадывается продолжение сокровенного диалога, который у тебя состоялся ранее. То есть он уже был. То есть и он продолжается. Вот это интересный момент. Еще такой вопрос, очень важный. Спросят, через что или через кого происходит обращение? Является ли обязательным условием наличие посредника, свидетеля, свидетельствующего? По евангельскому принципу апостола, тот, который тебе приносит весть. Или, говоря таким старорусским языком, старославянским, благовестника. Тот, кто тебе приносит благую весть, то есть через кого Бог говорит тебе. Или это такое сугубо интимное явление. Или комбинация одного и второго. Да. И я думаю, я выскажу личное мнение, потому что... По личному опыту, может быть. Да, по личному опыту скажу, потому что у каждого человека это может быть по-своему. Здесь действительно необходимо присутствие вестника, который несет весть. Эта весть формулируется. И в то же время само откровение, оно происходит один на один, без посредника. Оно происходит даже на глубине внутренней, большей, чем, скажем так, ты сам, каким ты себя привык осознавать. Вот в этой жизни. Например, там, в каком-то образе студент университета, или же, например, там, работник, да, бизнесмен какой-нибудь, или просто рабочий, блогер, да, современный. Угу. Вот. Но в этот самый момент с тобой общается вечность, и ты понимаешь, что ты не блогер или научный работник, а ты некто больший себя самого. Вот о вестнике. Давай поговорим тогда, раз уж мы затронули эту тему, о вестниках. Угу. Вестники, несущие свет обращения, свет миру, свет обращения, евангелионы, евангелиос, греческого эв, значит, добрый, а ангелос вестник. То есть евангелос, Евангелие — это добрая весть и добрые вестники, через которых в том числе, не обязательно, но в том числе действует Бог. Мне кажется, что это некое все-таки обязательное условие. Почему так, мне сложно сказать, но мой опыт говорит о том, что некое такое потрясение человека, да. Встреча с другими, с другим вообще сознанием, с другим мировоззрением, она происходит именно на человеческом уровне. То есть ты свидетельствуешь мне, я вижу тебя, я смотрю на тебя, я слушаю тебя. И я понимаю, что ты говоришь из другого мира. То есть ты человек другой породы. Твой ум, он обитает в других сферах. Ты по-другому мыслишь, ты по-другому говоришь. Я, возможно, даже тебя не особо понимаю, но внутренне переживаю, что ты другой. И то, каким являешься ты, мне импонирует. Я понимаю, что это лучше, чем то, в чем я сейчас живу. И вот это первое, может быть, потрясение, первое свидетельство, оно может и, наверное, даже должно быть на человеческом уровне. Это как некое преддверие тому именно интимному опыту, о котором ты, Герман, говорил сейчас. Так? Да, я согласен, потому что огромное количество вестников, и эти вестники разные. Они несут, казалось бы, весть о божественном, о том, что, скажем, чего ты можешь и не знать, но это вестники разные, и содержание их вести тоже разное. Есть, например, и вестники, которые несут и весть о, скажем, божестве, которое
ну, недовольна человечеством и желает, скажем, нас там покарать или же То есть совершить вестники суд. страха, Да, вестники страха. Вестники страха, вестники... ам, страшного суда. да, мне доводилось встречаться с такими вестниками, и я их просто категорически отвергал. То Мне, есть до момента обращения. да, до момента обращения был такой период, когда ко мне вот именно подходили вестники, которые несли такую весть. Мгм. И мне она не приходилась по душе категорически. Мгм. Вот. И уже потом, позже, действительно пришлось встретиться с вестниками, которые несли, я бы так сказал, несли весть света. Вот. Ну вот, вестник света. Добрый. Добрый вестник света. Кстати, часто согласись, что такое... если бы мы проанализировали... Ганнибал, добр. Если бы мы проанализировали наш путь до момента обращения, вот что с нами происходило, какие-то цепочки событий, возможно бы мы смогли бы вычленить моменты, которые нас выбивали из порядка рутины, такой обыденности. Мгм. Возможно, это были ну, какие-то потрясения, не знаю, там события в узком кругу, смерть, возможно, близких людей или какие-то трагедии, или наоборот, какие-то чудеса, то есть какие-то чудесные исцеления. То, что то есть это некое божественный промысел, который врывался в нашу жизнь, вторгался буквально вот такими капельками. Но мы это еще не могли в полноте как-то так воспринять, принять и стать частью этого. Оно накапливалось, Да. возможно. И вот потом встреча с вестником, который тебе свидетельствует, мне свидетельствовал, тебе свидетельствовал. И произошел этот даже я бы не сказал, что клик, еще не произошел клик, но вот пазлы сложились, Да. и вот тогда уже произошло именно вот это внутреннее, интимное такое переживание, внутренний голос или внутреннее откровение Бога Да. тебе лично. И действительно, это является уже и следующим откровением для тебя лично, и позже ты анализируешь ситуацию, потому что человек всегда анализирует ситуацию, то, что происходит, и, скажем так, живя в мире, где нет мистики, для меня, например, ну вот до моего обращения я мистику эту отрицал. Мистику или божественный мир в том образе, в котором мы преподносили, это было неинтересно. В церковном имеешь в Да, виду? да, в церковном, вот в таком как бы традиционном, храмовом и так далее. А эзотерика? Может быть, но тогда вот не довелось увлекаться эзотерикой. И, ну, не привлекало оно. И путь к этому откровению, к твоему личному откровению, он складывается из маленьких таких вот как бы шагов навстречу тебе Вышнего мира, который идет к тебе. Ты идешь к нему, а ты не видишь. Он идет к тебе, точнее, а ты этого не видишь. Вот. К тебе протягивают руку диалога. Ты остаешься невидящим в этот момент, игнорируешь. И действительно, вот я игнорировал многократно, пока не попал в ситуацию, как говорится, которая называется «Где выход?». Нет выхода, реально нет выхода в этой ситуации. И тогда произошла встреча, в моем случае, с божественным милосердием, с великим божественным милосердием. И тогда мне пришлось слушать. Вот. А до этого, скажем так, внутренняя рациональность, критичность, которая защищала, скажем так, собственные позиции, вот, она не давала возможности для того, чтобы вот эта добрая вечность, ну, я не говорю слово «Бог», а вот божество, можно сказать,
вот это доброе божество, оно хотело быть услышанным, но я не давал ему возможности, не давал шанса ему сказать. Вот в чем дело. Вот этим своим, скажем так, критическим максимализмом, рационализмом и так далее, что я все знаю, не надо мне ничего говорить. Вот. Ну и действительно, скажем так, религиозные модели, они, их можно подвергнуть очень серьезной критике, видя то, как они работали на протяжении вот истории человечества, и можно, конечно, от них даже отшатнуться. И нужно, да. Нас могут спросить или нам могут как бы так предъявить, что зачем вы занимаетесь этим, чем вы вообще занимаетесь, вот что, о чем вы вообще говорите, зачем тратить время на попытки осознать с помощью своего ума, в том числе, таких вот явлений вашего обращения, нашего обращения. Просто это произошло, ну и живи теперь с этим. Мне кажется, что это такая очень инфантильная позиция. Не пытаться глубоко осознать, для чего вообще с тобой это произошло. Почему вот в моем случае из моего близкого окружения только один я был призван. При этом и я старался как-то свидетельствовать, и также братья, которые меня обратили, они пытались свидетельствовать моим друзьям, моим родственникам, но никто из них не откликнулся. Или откликнулся буквально чуть-чуть, но потом опять вернулся в свое обычное такое рутинное существование. И мне кажется, что нужно как раз очень глубоко осознать, что произошло, для чего это произошло, потому что только осознав, ты по-настоящему и начнешь исполнять или выполнять то, ради чего тебя Бог призвал. Бог, мне кажется, я закончу, не призывает, не обращает просто так, по своему хотению. А Он обращает для чего-то. Он обращает тебя для миссии. Да, я вполне согласен. И ты должен осознать эту миссию. Правильно? Да, я тоже бы использовал вот этот термин, это слово «миссия». Как раз я и хотел, слушая тебя внимательно, я хотел как раз сказать о том, что ведь у человека, я в этом убежден, что у человека есть своя миссия. То есть мы приходим на Землю не по случайности, не в результате какой-то биологической случайности или какого-то эксперимента, или, например, мы можем, я прошу прощения, что тебя прерываю, возможно, я сейчас прозвучу немножко так радикально, но это даже не воспринимаю как критику, но мне кажется, что не у всех людей является миссия. Вот если говорить в аспектах такого высокого, божественного предназначения, наоборот, у большинства людей ее нет. Они живут обычной такой рядовой земной жизнью, рождают детей, строят себе дома, выплачивают кредиты. Именно обращение такое исключительное, призыв к чему-то серьезному, к чему-то большому и высокому, он происходит как раз с единицами. Может быть. Я думаю, что это происходит с теми, кто задает себе вопрос, зачем я пришел в этот мир? В конечном смысле, да. Да, то есть приходится иногда слышать трактовку этого вопроса и попытку кого-то еще, скажем, в массовом порядке дать ответ на этот вопрос. А зачем ты пришел, о смысле прихода. Но действительно должен прозвучать этот вопрос внутри. Да. То есть человек должен для этого состояться, для того, чтобы этот вопрос внутри него прозвучал. И тогда уже начинается поиск истины. И даже мы говорим о том, что человек становится
а, искателем правды. Он ищет правду. Он пытается найти ее. То есть он даже не столько ищет Бога, сколько ищет правду, которая ему откроет его собственное предназначение, что он должен сделать в этой жизни. Его гложет. Мы можем сказать, что даже судя по себе, что нас буквально с детства гложил, мучил вопрос о смысле. И когда нам говорили «учись», мы, может быть, в таком юношеском максимализме отвечали: а какой смысл, для чего? Что вызывало, конечно, такое раздражение у родителей. Но я даже могу сказать о сверстниках, и потом уже в юношестве, в молодые годы. Не у всех этот вопрос был настолько ключевой. То есть он не мучил. Он не мучил, он не создавал внутреннего дискомфорта. Вот нам он был очень важен, этот Да. вопрос. Он не давал покоя. Да. Он демотивировал. То есть мы могли и занимались, ну, кто-то студился, например, в студенческие годы обратился. Ты Мгм. тоже уже в поздние студенческие, да. Ну, то есть у нас была какая-то прописанная программа, что делать, чем быть, и мы, ну, вполне себе справлялись с этими такими задачами, правильно? Да. Но вот внутренняя мука, внутренняя боль от непонимания смысла происходящего, бессмыслицы, вот так прям скажем, бессмыслицы, она не давала покоя. И то есть из-за этого, из-за этим стояла пропасть. Пропасть непонятного, пропасть такой глупости и пропасть пропасть конечности некой такой. То есть, попытаюсь сформулировать это, пропасть безбожия. То есть без Бога, без откровения, Да. это все была такая Да. зияющая, холодная пустота. Абсолютно верно. И, кстати, о вот этой пустоте и пропасти без откровения я с этим соглашусь и скажу так, что человеку свойственно переживать страх. И вот это отсутствие диалога с добрым Всевышним, с добрым небом, оно как раз человека он остается без необходимого щита, без необходимого покрова, который от которого этот страх уходит внутренний. То есть ты можешь бояться, например, болезни, кого-то агрессивного, того, кто тебе может угрожать и быть сильнее, чем ты. Да. Ты можешь бояться, например, неожиданного криминала и оказаться слепой жертвой. Ты можешь бояться темного переулка. Ты можешь аварий. ты можешь бояться несчастного случая и так далее, и так далее. Этих страхов огромное количество, и они как бы идут фоном, в том числе. Вот. Но выразить вот этот страх можно тем, скажем так, это отсутствие некого диалога с тем, кто тебя ведет и направляет по жизни. А ведет ли? Так вот, если ведет и направляет, значит не будет ни аварии, ни темного переулка и так далее. То есть должен быть все-таки какой-то вот этот вот диалог, какой-то некий любящий голос, можно сказать, или покрывающая рука, направляющая. Ну да, это получается, нам главное сейчас не скатиться на уровень полемики атеиста и верующего, чтобы пытаться доказать потребность Бога. Но вот мы вначале об этом упомянули, какой логикой пользуются пользовались скаласты, пытаясь доказать Бога там, в средние века.
они отталкивались от поиска смысла, конечного смысла. То есть, например, рассмотрим предмет. Ну вот мы находимся в таком красивом месте, в Пиренеях. Вот за нами каменная стена. В чем ее суть? Из чего она состоит? Она состоит там, вот, из камней. Идем дальше. Что еще состоят камни? Ну, вот это, наверное, такое железистая какая-то известняковая порода. И вот дальше и дальше погружаясь в суть, в природу вещей, мы на каждой ступени можем задать вопрос, а что стоит дальше, что стоит за этим. Ну да. И это можно продолжать бесконечно, и мы будем всегда проваливаться в такую смысловую яму, в сенсовую яму, а что дальше? То есть, хорошо, вот до Биг Бена дойдем, до Большого взрыва, а что было секунду до? И вот эту логическую цепочку схоласты предложили закрыть точкой Бога. Давайте закроем уже вот в начале всего, всех вещей, в сути всех вещей стоит Бог. Да. И вот от Бога мы отталкиваемся. Он будет у нас бесконечно удаленная точка, бесконечно далекая. Мы никогда к ней не можем приблизиться, мы никогда не можем быть ей подобны. Но она есть. Вот это некая такая логическая попытка логически доказать Бога. Или, как они говорят, даже если его нет, то нам нужно его придумать, чтобы поставить точку отсчета смыслового, иначе это будет постоянное проваливание в бездну. Чтобы не было вот этого проваливания, мы должны поставить точку. Или, как говорит современный популярный такой психотерапевт и автор книги «12 правил жизни» Джордан Питерсон. Он, по сути, стал таким публичным философом, оратором, объездил весь мир со своими лекциями, презентациями, очень популярный. На вопрос, верите ли в Бога, он уклончиво отвечает: я живу в парадигме, как будто бы в ней есть Бог. То есть он не отвечает напрямую, верует он или нет, хотя он апеллирует к Старому Завету, к таким архетипам, описанным в Старом Завете, в христианской традиции в частности. Но при этом говорит, что я существую в рамках такого мировоззрения, как будто бы, если бы в нем был Бог. То есть я себя веду так, как будто есть Бог, и есть некий суд, и мне придется отвечать за свои поступки. И есть некое такое моральное мерило, некий моральный камертон. Потому что его можно понять, его логика понятна. Если убрать этот камертон, если убрать некий моральный стержень, то вот с чем меня, например, не могут удовлетворить аргументы атеистов, что без некого морального эталона наше такое не хищническое, не животное поведение, оно обусловлено само по себе. Я считаю, что в нас очень много анималистического, очень много животного, очень много хищнического. 3 главных инстинкта. Они не предполагают наличие морали, наличие милосердия. То есть то, что мы приписываем все-таки некому высшим идеалам, в частности Богу, или конкретно Богу, это некая надстройка в нас. Она у нас не по определению. Она в ком-то больше проявлена, в ком-то меньше проявлена, в ком-то вообще она не проявлена. То есть человек может совершать ужасные преступления и при этом не ощущать никакого угрызения совести. Правильно? Да. А кто-то наоборот, у него это чрезмерно развито, и вот он там переживает, что муравья раздавил, когда да. вот там некие такие
буддистские направления. Но вот если говорить об обращении, я бы, конечно, хотел упомянуть о двух важных вещах. Значит, первое – это о том, что первое, это более важное, о том, что обращение, оно не бессмысленное, оно всегда имеет смысл и продолжение. То есть обращение происходит для чего-то. Вот. То есть что-то ты должен сделать. Это тебя призывают к чему-то, что ты должен совершить в своей жизни. И совершить не как раб Божий, или там прах, или там, как говорится, еще что-то, а должен совершить как герой. Вот. То есть духовный путь, я хочу подчеркнуть, он героический, он требует героических усилий, и человек, который идет духовным путем, он формируется как герой. Вот. Это важный момент. Действительно, обращение происходит, и сокровенный диалог, и любовь, которая изливается свыше, и не из книжек, а вот непосредственно от божества, оно происходит для того, чтобы мы вступили в диалог с этим божеством и начали что-то делать важное, что, может быть, и невозможно сделать. Без вот этого укрепления свыше, без этого откровения божественного невозможно, нереально, но необходимо. А это можно как-то определить для чего? Не кидать рамки. Вот для чего одному приходит обращение, то есть на него сходит обращение, нет, на него сходит откровение, и с ним происходит обращение. А с другим это не происходит. Вот для чего обращает Бог человека? Можем мы как-то это определить? Ну, если... Это одна цель для всех или их много? Мы можем хотя бы какие-то рамки поставить? Конечно, можно сказать об этих рамках, что эти рамки, они были очерчены еще очень давно, 5000 лет назад, в ахурмаздизме, где говорилось Ты имеешь в о виду том... в зороастризме? Да, где говорилось о том, что человек призван выбрать, избрать, научиться различать между добром и злом, живя на земле, и сознательно избрать сторону добра и отказать злу. Вот. И, собственно говоря, вот это великая драма противостояния добра и зла, и добро должно победить. Да, о добре и зле мы поговорим отдельно. Ну вот, все движение человечества, атеистов, верующих, скажем так, людей теплохладных, спящих, просыпающихся, тех, которые из криминального мира, или наоборот, те, которые те, которые не совершают, добропорядочные люди и так далее. То есть вот это все движение людей, народов, наций, оно к одному идет, к тому, чтобы в конечном итоге добро победило зло. И добро ассоциируется с людьми, с человечеством, вот, а зло ассоциируется со страданием человечества. Вот так можно сказать в целом. И на этом пути вот этой борьбы за свободу от зла человечества, потому что зло, оно приобретает очень серьезные очертания и формы и несет большие трагедии. Вот, и любой человек, у которого есть сострадание к окружающим, он понимает, что с этим просто так мириться нельзя, что зло должно быть остановлено. Нельзя вот так вот ему позволить. А как ему не позволить? О добре и зле я все-таки предлагаю отдельно поговорить, потому что это очень глубокие темы и требует более пристального рассмотрения в аспекте
ответа на вопрос, для чего нас Бог обращает, вспомним то, с чего мы начали, это сама природа, сама энергия и сама суть откровения, которое тебя обращает. Ты сам, Герман, об этом говорил. Оно несет в себе некий голос правды. Да, То есть оно дает тебе такой угол зрения, с помощью которого ты видишь, это неправильно, это неправда, а вот должно быть по-другому. То есть он в тебе вливает некое такое понимание правды или переживание правды, да, или такое воспаленное чувство неправды. да, И, может быть, Бог нас и обращает для того, чтобы мы были носителями правды, чтобы мы, во-первых, свидетельствовали другим, так же, как кто-то посвидетельствовал нам, то есть служили вот этими предуготовителями, потому что мы согласились, что, по крайней мере, в нашем опыте и в опыте тех людей, которых мы знаем, которые идут духовным путем, это всегда, то есть откровению всегда предшествовала встреча с вестником, со свидетелем. Тот, кто да, свидетельствовал, тот, кто тебе говорил, и тот, кто самим собой свидетельствовал нечто другое, нечто более высокое, праведное, чем то, в чем ты жил. И вот первое — это быть такими, свидетельствовать для других, так же, как нам свидетельствовали. И второе — быть носителем внутренних законов, носителем Бога, скажем так, носителем Бога, который есть правда, который есть истина, который есть любовь, который есть милосердие. Вот этим носителем и быть, чтобы мы на земле, месте, где не особо много есть Бога, то есть он есть, но так очевидно невооруженным взглядом его не видно. Чтобы мы его приумножали здесь, несли в себе. Помимо свидетельства, чтобы мы его умножали, наверное, такими добрыми делами, добрыми поступками. да. Можно сказать еще также о том, что, известно из духовных текстов о том, что Бог есть свет. Вот. То есть это некое свидетельство о свете. Можно вспомнить, например, древнегреческие мифы, где говорилось, например, о Данка, о том, который решил принести свет, огонь, свет людям, за это пострадал. Прометей. Прошу прощения, Прометей. Вот. И вот что интересно, что вот это то откровение, которое получили мы с Бориславом, оно как раз есть откровение этого света, и этот свет четко выражается в любви к людям. Вот в чем дело. Что это, можно сказать, огонь. Огонь, невероятный огонь любви к человеку. С одной стороны, это откровение божественного мира, другого, совершенно другого измерения, ни на что не похожего. Это правда запредельная и последняя, где четко ты понимаешь, где зло, где добро. Неожиданно оказывается, что добро, оно совсем не на триумфальном троне находится, а находится в То есть состоянии... ты все-таки хочешь поговорить о добре, но нам нужно 2 часа еще. Хорошо. Я хотел сказать вот о чем. Я хотел сказать о том, что вот это откровение обращения, это великий свет, и этот свет любви к людям. Вот это вот я хотел сказать важный момент, что что в нашем случае это откровение доброго неба, которое направлено было к одному человеку, но цель его ради других людей.
Я еще хотел два вопроса затронуть перед тем, как мы закончим. Первый — это о лучших среди нас, Мгм. а второй вопрос — это он касается сохранению того первоначального импульса, который мы получаем с нашим обращением, потому что он теряется или он гаснет, и вот Мгм. как его удерживать, если это можно в таком формате Мгм. нашей беседы сказать, хотя бы в общих чертах, не используя особую терминологию. Но первый вопрос все-таки о лучших среди нас. Насколько это приемлемый такой, приемлемое выражение. Те, которые больше горят, те, от которых исходит больше огня и больше света. Ну, в частности, вот наш учитель Иоанн и подобные ему, но мы их считаем лучшими среди нас. Они одни из нас, но они лучшие среди нас. Да. Ну, может быть, мы выразим свою субъективную точку зрения. Я бы сказал о себе, что я характеризую как лучшим среди нас это как раз тех, кто могут, те, которые проявляют вот это героическое самопожертвование ради других, те, которые могут войти в свет правды, те, которые не боятся зла. Ну, то есть это герои, это лучшие среди нас. И, конечно, на них хочется равняться. Это без сомнения. И они, лучшие среди нас, это те, которые нам показывают высоту достоинства человека. Вот. По сути, является примером на пути, Да. примером для подражания. Да. Ну, а, собственно говоря, уже на духовном пути там и не только вот как может показаться, что такое вот самопожертвование. Конечно, самопожертвование — это важный аспект, но в том числе и доброта, и милосердие, и добрый взгляд, и понимание, глубокое понимание человека, они бесконечны. И мы все призываемся к тому, чтобы наладить вот эти, перейти на совершенно другой уровень общения друг с другом. Ну, Да, я имею в виду тут общество, человечество, потому что так как мы живем, это кто-то может смотреть в прицел на другого человека. ну давай лучше о лучших среди нас Мгм. поговорим отдельно. В частности, ну, вот о нашем учителе надо все-таки отдельно поговорить. Почему он и вообще вот о таких людях надо, Мгм. я думаю, отдельно говорить. Они особые, они достойны особого внимания, и о них нужно говорить, и их нужно пытаться понять. То, что мы живем среди них, а они среди нас, еще не, и то, что даже мы их слушаем и слышим, и следуем порой, некоторые из нас, еще не означает, что мы их до конца понимаем. И пытаться их понять, думаю, мы будем до конца жизни и после, так как вот мы пытаемся до сих пор понять спустя 2000 лет феномен Христа или пророка Мухаммеда или Заратустры, ну, таких воистину великих учителей. Спустя столетия, тысячелетия мы еще до конца не разгадали их Да. тайну. Я думаю, это Существуют среди нас те, кто имеют весть. Эта весть великая, она огромная, и для постижения ее действительно необходимы, так получается, что человечеству необходимы сотни лет для того, чтобы понять и суметь воспринять эту весть. ну вот, да,
вскользь я только, может быть, как спойлер скажу, что наш учитель, он написал 150 книг, Томов. томов, да, собрание, 150 томов. Я, например, не могу их прочесть. Мне нужно, не знаю, 10 жизней, 300 лет, чтобы прочесть хотя бы часть. Причем это невозможно читать, ты должен погружаться, ты должен останавливаться. Но об этом отдельно поговорим. Последний вопрос, он был о том, как сохранить импульс первоначальный. Ты согласен, что он подвергается нападкам, и этот мир, можем даже употребить и некую метафизику сказать, князь мира, Да. враг рода человеческого, ну, можем просто сказать, этот мир, обывательство, рутина, консумеризм влияет, очень сильно влияет на тот импульс, на тот огонь, который на нас сошел, который в нас пробудился в момент обращения. Мы его теряем. Да, да, я согласен с этим, согласен с тем, что... Как его сохранить? Ну вот я опять же вернусь к тому, что я уже попытался сказать, что этот огонь не ради нас. То есть вот этот огонь обращения, который мы получаем, это действительно огонь. Это нельзя сказать, что это вода, это огонь. Мгм. Вот. Это огонь, который воспламеняет твое сердце, который тебе дает силы, дает огромные силы. Этот огонь для других. Поэтому этим огнем необходимо поделиться. Вот когда делишься, это парадокс получается. Когда ты делишься, ты отдаешь этот Да. огонь. Когда свидетельствуешь, тем самым ты его в себе сохраняешь. Да, Когда просто хранишь в себе и замыкаешься на себе, он неизбежно теряется. да. И даже это именно так и есть. И отдать порой приходится до конца. Полностью. Вот все, что ты имеешь, отдать тем, кто в этом нуждается. Речь идет об этом духовном огне, этом огне откровения, отдать его до конца. И когда ты остаешься ни с чем, вот в этот момент это парадокс, божественный парадокс, но происходит так, что ты его сохраняешь, и он в тебе горит. Да, прекрасно. При этом помнить заповедь Христа, не метать бисер перед свиньями, не давать святыню псам. Да, вести себя достойно и учиться вот этому достоинству, благородству, которое нам открывает небо, открывая себя и открывая нас самих себе. Бог любит горячих. Бог не сводит огонь в сердца тех, кого Он избирает. Почему и как и кого Он избирает, это вряд ли поддается вообще анализу и объяснению. Я о себе скажу, что ничем я не являюсь примечательным. В моем ближайшем окружении были люди, которых я считал и до сих пор считаю гораздо более достойными того, что мне вот такому Бог дал. Гораздо благороднее, гораздо шире душой, бесстрашнее, храбрее меня. Вот того в момент призыва, в момент обращения. Но почему-то Бог избрал. Я тоже думал точно так же. То есть, когда вспоминал ситуации моего обращения тому, что как я встал на духовный путь, особенно когда это было сопряжено с большим, как говорится, излиянием на меня вот этой самой любви, света. И я задавался вопросом, а в чем, собственно говоря, почему я? Почему не другой? Потому что я видел, что другие люди гораздо более достойные. Мгм. Они чище, добрее, милосерднее и так далее. То есть у них добродетели такие, но вот почему? Это непонятно. Это, Ты знаешь, возможно, это шутка, которая без ложной скромности должна
быть воспринято по части как правило, что Бог избирает худших. То Да, есть, помнишь, даже было в одном из откровений нашему учителю давно-давно, ему было сказано, что Бог избирает тех, которые в миру бы не смогли жить и служить. То есть люди могут творить добро вот так даже по-земному, в простых условиях, а мы бы не смогли по ряде причин. И вот поэтому нас Бог избрал, и под Его неким таким водительством нам это делать легче. Это такой некий скромный такой взгляд на себя. ну, я хочу сказать, что действительно, Суммируем. да, что мы в нашей духовной школе, которую мы представляем, мы наследуем предыдущую духовную школу тех, кто жил до нас, и как они смотрели на людей, среди которых жили, как на тех, которым они должны служить, как на тех, которых они полагали выше себя, хотя эти люди были духовные, старцы, герои, подвижники. Они полагали всех остальных людей, обычных людей, выше себя и полагали за честь служить для них, и даже полагали за честь взойти на эшафот ради этих Отдать людей. жизнь. Да. Вот. Так и мы учимся в нашей школе духовной смотреть на окружающих нас людей как на главное сокровище, которое есть в этом мире. Может быть, сумбурно получилась наша сегодняшняя беседа. Темы сложные, но как мы и обещали, и ради чего мы, собственно, и создали этот канал, чтобы о сложных вещах пытаться говорить простыми словами. Это по части очень порой, чтобы не было тавтологии, сложная задача, невыполнимая задача. Вы уж нас простите, не судите строго. Подписывайтесь, пишите в комментариях, предлагайте темы. Будем рады остаться с вами в контакте. Еще побеседуем, Герман. У Побеседуем. нас очень много тем, которые нужно осветлить. И будем рады диалогу, который сделает наши беседы более содержательными и многогранными. Присоединяйтесь.